Всем привет! Решил пополнить модельный ряд ножом бабочкой или баллисонгом. В России в 90-х годах у ножей бабочек сложилась отрицательная репутация. Из-за множества дешевых и некачественных ножей и их распространению в криминальной среде они стали ассоциироваться с уличными хулиганами, а их появление в фильмах закрепило за ними этот статус. Я хочу сделать свою версию из надежных и качественных материалов. У бабочек есть два основных вида фиксации – с наружными пинами и внутренними. Наружные, внутренние. Для своего ножа я выбрал внутренние. С ними нож выглядит минималистичнее и мусор не скапливается вокруг центрального пина. Основное ограничение для ножей бабочек в России – это длина клинка. Она должна быть меньше 9 см и клинок не должен быть обоюдоострым. Я хочу сделать простой клинок. Концы рукояти решил закруглить, потому что нож получается небольшой и острые грани будут впиваться в ладонь. В поддержку скругленного стиля буду делать крупные клепки. Они отсылают к отверстиям в рукоятях классических баллисонгов и прочно держат накладки. Расчертил детали и перехожу к реализации. Закупил материалы: титан, сталь, винтики, накладки. Очень важно делать нож в правильной последовательности. Так будет проще подгонять одни детали к другим. Начну со спейсеров. Подготовил 4-мм титановые пластины и сверлю в них отверстия, за которые они будут крепиться к рукоятям. В отверстиях нарезаю резьбы под М2, но первый же мечик сломался и его осколок остался внутри. Его вытравливаю кипятя в растворе лимонной кислоты. Через час кипячения он настолько уменьшился, что выпал. Продолжаю нарезать резьбы. Резьбы готовы, стачиваю на гриндере внешние контуры. Спейсеры имеют разные формы из-за асимметричного клинка. Перехожу к лайнерам рукояти. Лайнеры делаю из 1,5-мм титановой пластины. Распиливаю пластину на 4 части, это будет основой будущих рукоятей ножа. Титан не толстый и пилится хорошо. На титановых заготовках есть царапины. Их вышкуриваю и подготавливаю внутреннюю поверхность рукоятей. При таком способе обработки края пластины слегка заваливаются, поэтому это лучше сделать до обработки внешних контуров. Внешнюю сторону, на которой будут крепиться накладки, наоборот зацарапываю, чтобы улучшить сцепление при приклеивании накладок. Плоскости будущих лайнеров подготовлены, начиная сверлить отверстия. Первое отверстие для осевой втулки, вокруг которой будет вращаться клинок. По координатам от него сверлю уже все остальные отверстия. Для стопорных пинов, крепления винтов клепок и спейсера. В отверстиях подклепки нарезаю резьбы под М3. Резьбы готовы, в них буду вкручивать винты клепки и крепить накладки. Специально переточил сверло, чтобы сделать углубление, в которое будут прятаться подшипники. Сверлю на определенную глубину, чтобы туда еще поместилась тонкая стальная шайбочка, потому что по титану подшипники скользить не будут. Углубление и отверстия готовы, теперь перехожу к внешним контурам. Внешние контуры стачиваю на гриндере. Соединяю все лайнеры вместе и подгоняю их друг к другу, чтобы они были одинаковыми. Делаю углубления под шляпки винтов, которые будут крепить спейсеры на одной из половинок рукоятей.
Винты не выступают и в дальнейшем будут скрыты накладками для более лаконичного дизайна. Вторая часть рукояти будет крепиться к спейсеру на маленький винтик. Основы рукояти почти готовы, но сначала надо снять фаски с острых внутренних граней. Помечаю маркером то, что нужно скруглить. И аккуратно стачиваю на мелкой ленте гриндера. Лайнеры готовы? Перехожу к замку. Замок начну с шайб. В 1-мм бронзовой пластине сверлю отверстие под оси и пилю ее на 2 заготовки. Слегка обрабатываю на гриндере и далее более точно обтачиваю при помощи дрели. Шайбы готовы. Делаю титановый замок. Сверлю отверстие для осей пина и обтачиваю внешние контуры. Основа замка готова, остается сделать пин. Пин обрабатываю тем же методом, что и шайбы, и подгоняю ось. Замок готов, примеряю его к рукояти. Ход замка ограничен, чтобы он не мог попасть под клинок и не затупил его. Теперь клинок. Для него взял закаленную нержавеющую порошковую сталь М398. Болгаркой с постоянным охлаждением отпиливаю нужный кусок. Сталь уже закаленная, поэтому надо не перегреть заготовку. При помощи самодельного приспособления для плоскошлифа стачиваю окалину и выравниваю плоскость. Верхний слой покрыт рытвинами и неровностями. Стачиваю, поднимая столик выше до тех пор, пока не получу однородную ровную фактуру. Также поступаю с обратной стороной и подгоняю до толщины 3 мм. Пластина выровнена, толщина ровно 3 мм. Теперь сверлю осевые отверстия и крайние положения замков. Для сверления закаленной стали я использую копьевидные сверла по керамике и стеклу, предварительно подогнав их под диаметр будущих втулок. Такие сверла неплохо справляются с закаленной сталью, но они хрупкие и требуют аккуратного обращения. Размечаю примерные линии реза болгаркой и нацарапываю победитовым сверлом точные контуры. Отпиливаю крупные лишние куски. Защитил нижнюю сторону малярным скотчем и обдираю на гриндере. Места рядом с отверстиями крайних положений замка практически не трогаю. Они служат ориентиром, чтобы механика ножа работала правильно и клинок стоял ровно. Контуры клинка готовы. Примеряю клинок к рукоятям. Все работает хорошо, ничего не задевает. Рукояти ограничиваются в правильных положениях. Спейсеры не задевают клинок. Теперь могу приступить к спускам. Размечаю центры сведения, спускать буду до 0,2 мм.
Закрепляю в специальном приспособлении, выставляю угол и начинаю стачивать. Большую часть стали убираю на грубой ленте. Плавно перехожу к более мелким лентам, пока не дохожу до 400. Один спуск готов, переворачиваю клинок и все то же самое проделываю с другой стороны, пока не дохожу до нужной толщины режущей кромки. Клинок получился довольно толстый, но для ножа бабочки это хорошо. Он должен иметь достаточный вес для хорошего баланса при трюках. Финишной обработкой клинка будет продольный сатин. Он придаст клинку более изящный вид. Спуски обработаны. Клинок выглядит более цельно. Осталось только скруглить острые грани для большего комфорта. Обух тоже скругляю, так как он будет активно контактировать с пальцами при выполнении трюков. Все, клинок готов. Ставлю клеймо и логотип. Я заказал глубокую лазерную гравировку. Она наносится во много этапов и имеет заметную глубину. На титане искры выглядят намного ярче. Буковки очень миниатюрные, но выглядят очень четко и аккуратно. Я заранее протестировал работу ножа в собранном виде и сейчас могу приступить к накладкам на рукояти. Для них взял стеклотекстолит G10. Его распилил на 4 одинаковые заготовки и дополнительно отфрезеровал боковины с двух сторон, чтобы они имели одинаковую толщину. Для клепок взял сверла диаметром 6, 7, 8 и 9 мм. Сначала сверлю отверстия для осевой втулки и углубления для винта, а затем для клепок. Каждая последующая клепка на 1 мм больше предыдущей, а расстояние между ними плавно увеличивается, создавая эффект перспективы, в поддержку расширения рукояти. Теперь переточил сверла под практически прямой угол и выравниваю углубление под шляпкой клепок. Углубления сделаны так, чтобы шляпки хорошо держали накладки, но при этом не добавляли лишний вес в рукоять ножа. Клепки делаю из нержавеющих винтов для компьютеров. Перетачиваю радиусы шляпок под заготовленные углубления в накладках. Постоянно измеряю, чтобы не ошибиться и не сделать их меньше нужного. Всего для ножа мне потребуется подогнать 16 таких винтов, по 4 на каждую накладку. Все, винты подогнаны, каждый на своем месте. Зазоры сделал минимальными. На шляпках делаю пропилы, чтобы их можно было закручивать обычной плоской отверткой. Лишнюю часть резьбы стачиваю и красиво обрабатываю. Винты клепки готовы. Перед тем, как закрепить накладки, собираю половину рукоятей. Прикручиваю спейсеры на потайные винты. После накладок их открутить уже будет нельзя, и это будет одна деталь. Половинки рукояти собраны, все готово к скреплению.
Накладки не только скрывают технические отверстия, но и добавляют прочности всей конструкции рукояти. Скреплять буду на эпоксидный клей. Перед этим тщательно очищаю и обезжириваю детали. Замешиваю эпоксидку и быстро промазываю все склеиваемые поверхности. Время затвердевания небольшое, и нужно все успеть закрепить до начала схватывания клея. Оставляю детали на сутки до полного затвердевания. Эпоксидка полностью затвердела, теперь надо сточить выступающие клепки. Стачивать надо аккуратно, потому что коэффициент расширения у металла и стеклотекстолита разный, и перегрев может привести к отклеиванию накладок, а мне важна герметичность. Клепки вровень с накладками, теперь можно стачивать внешние контуры. Стачиваю стеклотекстолит, не доходя до титановых лайнеров. И на мелкой ленте делаю их вровень. Прочищаю углубления от остатков эпоксидки и сверлю отверстие для винтика, на который рукояти будут скрепляться вместе. Благодаря этому винту рукояти можно разобрать и легче обслужить нож в случае необходимости. Разобрал рукояти и начинаю скруглять внешние плоскости. Края слегка скругляю для большего комфорта и после наждачки полирую алмазной пастой. Рукояти готовы. Клепки отполированы в зеркало. Перед финальной сборкой затачиваю клинок. Всегда оставляю это на самый последний этап, чтобы не затупить режущую кромку и не порезаться. Сборка ножа. Все детали готовы, выглажены и подогнаны. Сначала беру рукояти и ставлю в них осевые втулки. На них одеваю стальные шайбочки и керамические подшипники. Сверху ставлю клинок. Вставляю ось замка, бронзовую шайбу, замок и сверху еще одну шайбу. На клинок в обратном порядке ставлю подшипники и стальные шайбы. И накрываю вторыми частями рукоятей. Соединяю рукояти винтиками. И с фиксатором резьбы вкручиваю осевые винты. Настраиваю, чтобы устранить люфт, но не пережать. И нож полностью готов. Рукояти легко двигаются, но при этом люфт полностью отсутствует. В закрытом виде нет никаких шумов и стуков. Все двигается очень плавно. Снимаю защитную пленку, которую клеил, чтобы избежать от царапин при сборке.
Подшипники частично скрыты в рукоять, механика работает гладко. Все зазоры минимальны. Замок имеет ограничения и не попадает под клинок. Вес ножа 94 грамма. Нож не является запрещенным, так как длина его клинка 89 мм, то есть меньше 9 см. Бабочка получилась в стиле моих самодельных кухонных ножей. Дизайн закругленный и неагрессивный. Очень приятное сочетание ярко-зеленого и больших зеркальных клепок. Размер компактный, но при этом неплохо лежит в руке и имеет неплохой баланс. Клинок небольшой, острый, хорошо подойдет в качестве повседневного ножа. А сталь М398 имеет хорошую коррозийную стойкость и высокую твердость. Для безопасности при трюках надо соблюдать простое правило. У ножа бабочки есть две рукояти. Опасная – обычно с замком и находится со стороны режущей кромки. И безопасная – без замка. Держа за безопасную, режущая кромка не может попасть по пальцам. И почти все трюки выполняются за безопасную рукоять. Я разучил несколько простых способов открываний. Это стандартное. Оно очень удобное в повседневной жизни, простое и безопасное. Это то же самое, только обратным хватом. Не такое удобное. Это при помощи встряхивания, держа за замок. И самое сложное, что я выучил, это вращение вокруг большого пальца. Этот нож я делал в подарок своей сестре. Но сейчас я планирую выпустить микропартию таких ножей с другими материалами на рукоятях. Выкладывать буду в своем инстаграме, так что можете подписаться. На этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео. Увидимся в новых проектах.